Всем привет. Будни слаботочника. Взял заявку на замену 7 клавиатур в офисном здании. Дело в том, что здание построено больше 10 лет назад, и парадокс, устанавливаемый в то время, очень часто имели вот такой дефект. Выгорает подсветка. Где-то чуть-чуть, и что-то еще видно, а где-то совсем полностью гаснет. Похоже, были бракованные дисплеи. У меня на стенде такая же клавиатура. Я ее восстановил, зачистил, поменял туда, припаял стадиодик. И могу пользоваться. Но здесь никто этой ерундой заниматься не будет, поэтому мы просто меняем клавиатуры. Вот первая помененная. На пробу клиенту понравилось, и он заказал заменить оставшиеся 7 штук, чем я сейчас и займусь. Скинул первую клавиатуру, посмотрел дату изготовления. Январь 2008 года. Да, примерно в это время они были как раз бракованные. Ну что, 10 лет все равно уже стоит поменять. Достаточно старое оборудование. Начинаю с организации пространства. Лесенка в качестве стола, сверху сумка, чтобы не тянуться вниз. И в сумке несколько клавиатур для этого конкретного лестничного проема. Откинул плюс, заизолировал. Скидываю полностью клавиатуру. Кабель приходит сбоку через кабельный канал из кнопки, возможно, шел в одной штрабе. Клавиатурки практически идентичные. Ну, только дизайн отличается. И отверстия у них тоже совпадают. Я думаю, проблем не возникнет. Убираю рамку из пыли, потому что основание будет меньше, и это будет видно. И проковыриваю отверстие. Не запариваюсь со сверлением, это будет не видно. И карманная ковырялка вполне справляется. Завожу кабель и прикручиваю в те же самые монтажные отверстия. Все четко, все просто. На замену установку, получается, уходит меньше 5 минут. После включения питания клавиатуры дожидаюсь, что она будет прописана в систему. И после этого защелкиваю. Не защелкиваю сразу, потому что она не всегда прописывается. Иногда она зависает в этот момент, и надо будет снять питание, снова поставить. Лишние наклейки. Смотрим ошибки. Видим, появилась ошибка номер 4. Пропала клавиатура. Естественно, он потерял старую клаву. Надо ее удалить из системы. Для этого заходим в инсталлер. И набираем 4006. Это запустит поиск модулей с удалением всего, что было отключено. Наклейки не нужны, убираем в сторону. Поиск модулей закончен, он нам показывает серийные номера, которые нашел. Среди них два серийника, начинающиеся на 1Е, это две старых клавиатуры с эстонским языком, и один серийник, начинающийся на 1F, это новая клавиатура с английским языком. Все в порядке. Две других клавиатуры стоят на других входах. Все красиво. Еще раз убеждаемся, что все отлично. И идем на новое место. Перетаскиваю свой рабочий стол и устанавливаю его на новое место, чтобы было удобно под рукой. У этой клавиатуры кабель уже приходит нормально из стены. Сейчас будем снимать, смотреть, что внутри. Внутри все оказалось не так просто. Используется монтажное отверстие, которого нет на новой клавиатуре, но оно помечено крестиком, это место, и можно просто точно так же легко проковырять дырочку в этом месте и закрепить, ничего не перемеряя, не пересверливая. Ковырялка вполне с этим справляется. Еще один нюанс. Отверстие для ввода кабеля оказалось чуть меньше. Придется что-то с этим сделать. Чтобы кабель не замкнулся, я загибаю его на разном расстоянии. Так жилы не коротнут. Разбил немножко шпаклевку, клавиатура станет так лучше, когда не будет горба. Ну и кабель можно таким образом немножко вывести в сторону. Здесь то же самое, надо удалить клавиатуру после установки, старую клавиатуру. Пытаясь войти в инсталлер, он говорит под охраной. Естественно, если какой-то партишн стоит на охране, в инсталлер не войдешь.
просматриваю, какие стоят под охраной. Вижу, что под охраной стоит только 3. Соответственно, набираем мастер-код и снимаем 3 партишн с охраны. Disarm, 3. Теперь можем повторить вход в инсталлер. Теперь он пустит. И там то же самое. 4006. Клавиатура будет стерта. Переходим к следующей. Здесь какой-то начинается зоопарк. Шуруп стоит не в монтажном отверстии, а выковырено отверстие рядом. Причем дюбель стоит сквозь клавиатуру, видно, что крепили потом уже дополнительно, видимо, решили на 2 отверстия, было мало, она качалась, и прям через основание засверлили еще один. Снимаю клавиатуру, убеждаюсь, что да, так оно и есть, но при этом пытались сверлить, видимо, сообразили, что кабель идет по диагонали и могут в него попасть. Видимо, сверлили по диагонали в косяк. Меня это не остановит. Ставлю дюбелек, подрезаю. Он стоит там где-то сантиметра на 1,5, этого достаточно. Беру из запасника коротенький шурупчик и закручиваю просто, чтобы не болтался. То есть нагрузку несут 2 нижних отверстия, то есть нижнее и левое, а правое только не дает болтаться. Дальше все то же самое. Осталось еще 4 клавиатуры. Снова инсталлер. Здесь уже несколько партишенов. Снимаю все. Запускаю пересчет клавиатур, модулей. И после этого снова ставлю партишен, который был снят, на охрану. Дальше переходим на другую лестницу. Там клавиатуры дублируются с этих же приборов. Но там уже сделан ремонт, поэтому начинаем с подрезки краски, чтобы основание клавиатуры не оторвало кусок краски от стены. Ногу ставлю в дверь для того, чтобы не получить этой дверью по голове, потому что люди летают как безумные. Распахиваю двери, не думая о том, что в подъезде кто-то может быть. Клавиатурка установлена. Светится, работает. Ну и также проходим все остальные. Доходим до самой сложной клавиатуры 1-го этажа. Здесь стоят аннунциаторы. Аннунциатор четко вписан в контур старой клавиатуры, и новую придется как-то сюда вписывать, ставить ее левее, правее, подгадывать. Коллеги сомневались, что это вообще получится. Снимается она тоже очень-очень тяжело, потому что все притерто. И проводов здесь больше, потому что аннунциатор висит на той же самой шине, а здесь еще оказывается аннунциатор 2-го этажа пущен через тот же самый кабель. Примеряю, смотрю, убеждаюсь, что отверстия находятся право-лево в том же самом месте, но немножко выше, потому что изгиб аннунциатора не дает приткнуть клавиатуру. Просто ножом аккуратно расковыриваю эти отверстия в направлении креплений. И креплю все просто на шурупы с широкой шляпкой. Все встало достаточно аккуратно, будто бы так и было задумано. Только небольшая щель, но это не важно. Что такое аннунциаторы? Аннунциаторы — это маленькие панельки, которые в виде светодиодиков показывают статусы партишенов. Вот, допустим, 6-й под охраной, в 7-м какая-то ошибка горит. На 3-м этаже видно, что стоят 3 партишена под охраной, остальные готовы. А на 1-м этаже горит ошибка в 1-м партишене. Первый — это глобальный партишен для всей системы. Сейчас посмотрим. Он показывает ошибка, и вот она отображается. Это та самая клавиатура. Делаем пересчет модулей, и после пересчета модулей все восстанавливается. Очень удобно охраннику, не надо смотреть каждую клавиатуру, все видно. Теперь для тех, кто досмотрел до этого места, покажу, как вернуть метки, потому что метки хранятся в клавиатурах, и они теперь потерялись. Везде пишет просто Partition 1, Partition 2. Для этого надо метки вытащить из панели. Для этого нам нужен серийный номер панели. Заходим в инсталлер и идем в программирование зон 0400. Ищем
серийный номер платы. Первая зона клавиатура не подходит, а дверь. А вот вторая зона на серийном номере 05 и так далее. 05 это главная плата. Выписываем этот серийник, он нам сейчас пригодится. Мы из него будем запрашивать метки. Переходим в адрес 4004. Вводим там серийный номер платы как источник, откуда брать метки. Можно было взять из другой клавиатуры, но тогда серийники должны совпадать по префиксам. Ну и плюс мы здесь поменяли все клавиатуры. И нажимаем правую нижнюю кнопку. Забыл, что на ней написано. Все, начинается отправка. 10 минут это примерно займет. Я за это время соберу вещи. Сделаю то же самое на других клавиатурах, на других этажах. И сделаю уборку. Работа закончена. Ну что, около 2 часов. Работа, на которую было выделено 5, соответственно, заплачена как за 5. Все сделано. Я служил себе кофе и сладкий обед. Почему так получилось? Потому что закладывалась работа с расчетом, что это парадокс. Парадокс глючный. Его толком никто не умеет. Вот эта фишка, которую я показал с переносом подписей, это то, что коллеги обычно вообще не умеют делать, не понимают как. Начинают перепрограммировать все зоны, чтобы прибор заново их отправил. Ну, то есть заходит в программу, Бобивару, редактирует зону. И после этого он рассылает новую эту подпись, хотя пробел какой-нибудь надо добавить. Он рассылает тогда в прибор и из прибора дальше шлет в клавиатуру. У меня таких трудностей нет. Я удалил также ошибки, которые там висели в памяти. На 4-м этаже видно было. Ну, это тоже в инсталлер 4005, ошибка уходит. Какая-то старая, оставшаяся, парадокс это бывает. Единственная сложность технического плана была то, что скажем так, прибор достаточно старый, там еще версия 1 с чем-то прошивки, и это все немножко по-другому работает, там есть нюансы такие, что нельзя ошибки посмотреть, допустим, если что-то на охране стоит, даже если ты мастером зашел, то есть надо снимать, получается, каждый раз с охраны те кабинеты, офисы, которые стоят под охраной, потом, соответственно, заходить в инсталлер, потом не забыть вернуть это под охрану, если в промежутке кто-то пришел и зашел в кабинет, будет тревога, ну, в общем, такие. А самая главная трудность именно в работе — это никого не убить, потому что шумный подъезд, узкое пространство, люди вылетают, постоянно распахивают двери, все очень громко разговаривают по телефону, эхо разносит, там такая резонанс огромный, жутко просто. И ходят, толкаются, в общем, всем наплевать, что кто-то за дверью работает, поэтому всегда ставишь ногу, получаешь по ноге, не по морде, уже хорошо. В общем, неприятно, и поэтому сократить такую работу до 2 часов с 5, это очень приятно, очень хорошо. Это обычные будни, вот давно я не занимался, взял себе работу. На следующей неделе буду на этом же объекте еще переносить клавиатурку, делать. Такая простая чоповская вызывная работа. Надеюсь, вам было интересно. Подчеркнули, может, что-то полезное для себя. Всем удачи!